Да, Чантал здесь пока еще не сплавной, я думаю. Растекается на протоке, мелкий. Такой здесь обрывчик тянется, прям к берегу не спуститься. Потрясающе быстро меняется освещение. Вот от темно-синего уже стало светлее небо. Может быть, солнышко наконец появится. Так я по нему соскучилась. Сейчас 9:30 вечера. Но я еще далеко за полярным кругом. Утром все в моей долине было затянуто облаками. Была очень сонная погода. А сейчас к полудню облака немного поднялись. Хотя вот там вверху еще горы. Горы, верхушки закрыты. Но я иду вниз. Внизу посветлее. Впереди Чантальский хребет. Чуть проглядывают заснеженные горы, но все под облаками. Чанталь в верхнем течении разбивается на многочисленные протоки. У меня уж тут возникла в одном месте, где река сужалась. Может сплавиться, но я вовремя эту мысль отмела, потому что в основном-то вот такие маловодные протоки. И легче идти напрямую по галечникам. Просто пешком. А вот здесь вполне сплавной участочек. В принципе, мне можно было бы начинать сплав и отсюда, по Чанталь-Вагыргыну. Но меня заинтересовал приток Чанталя, река Геленгын-Кымвием. В ее истоках лежат несколько озер. Узкие, стиснутые горами, они, конечно же, манили меня к себе, и лишний перевал к ним не мог послужить помехой. Пока хватает не до конца раскатанных болотников. Пора сходить через Чантал. Впереди это у меня разъяснивает. В этом месте река Чанталь делает поворот, изгиб, и я ухожу направо. Там, через 15 километров от этого поворота, начало сплава по притоку Чанталя, Геленгын-Виему или Телекей. А вот здесь вот, где-то вот тут вот, лежит гора Чантал, высшая точка Чукотки. Но сейчас там пока облака. В верховьях долины Чанталя тоже потихонечку разъяснивает. Вот он. Свет солнца под облаками. А мои ближайшие распадки все пока еще под блеклым небом. Ну вот, наконец, столько дров тут, что можно не экономить, разводить любой костер, спокойно отдыхать. Дрова под боком, вода рядом. Рюкзак уменьшается на глазах. Погода улучшается. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Не, когда выходит солнце, это просто счастье. А то его когда долго нету, прям грустно становится. Когда после сплошных галечников выходишь на тундровые лужайки, ой, такая красота.
Вон впереди уже наледь показалась. И вот тут Чантал делает изгиб влево, а я ухожу направо. Его приток. Долина реки широкая. Сейчас можно только представлять, что тут бывает в высокую воду. Все ложе наверняка заливает. Но иван-чай, ивы быстро заселяют галечники. А обрыв террасы тут высотой метров 10, а то и больше. Чантальский хребет. Самые высокие горы Чукотки. У меня были сомнения в начале маршрута, подниматься на высшую точку Чукотки или нет. Это значительное отклонение от маршрута, да и вообще энергозатратное мероприятие. В приоритетах, конечно, были гора Недоступная и пик Олега Куваева. Теперь, когда эти цели достигнуты, можно задуматься и о Чантале. Была бы погода. Места, где река вот так вот мелководно разливается на протоке в широком ложе, местами пропадают, где образуются наледи. Такие места для сплава – это сплошное мучение, а для пешехода – это рай. Знай, иди себе по мелкой утрамбованной гальке. Но как тут не залюбоваться наледями при низком вечернем освещении? Итак, я покидаю воды реки Чантал, но это пока временно. Потом я сплавлюсь по ее притоку и снова впаду в нее. Последний водораздельный переход оказался непростой. Здесь все заболочено, кочки. Мягко идешь, проваливаешься. Вот здесь за этим перегибом склона уже должно открыться озеро Гальмагыдгын. Вот, чудо из чудес. Я подсекла вездеходку. По ней перешла в водораздел. И вот мне открывается озеро Гальмагыдгын. Гальма – это теплая вода по-чукотски. Видимо, озеро прогревается. Оно в такой котловине лежит. Открытый. Между гор. Высота здесь где-то 600 метров над уровнем моря. О, ура! Вот у этих озер я и встану. Тут их два. Одно маленькое, следующее большое. Фу, ну что сказать, место стоянки у меня неплохое. На перешейке между двумя озерами с видами что в одну, что в другую сторону. Просто фантастика. И вот такая лужайка. И даже гриб у меня тут растет. Все есть для счастья. Ой, хорошо в палаточке стянуть сапоги. Ой, пар валит. Остаться в торбасах. Спокойно попивать чаек, который сейчас уже скоро будет. Ветер не сильный, красота. А чем еще заняться, непогода? Родина моя, тебе выпало трудное испытание, но ты выйдешь из него с победой, потому что ты сильна,
Ты молода, ты добра. Добро и красоту ты несешь в своем сердце. Алексей Толстой. Эту книгу я несу практически с мыса Шелакского. Там в поселке Янрана или Шелакский раньше была школа. Вот это да, второй день непогоды, я тут сплю под облаками и мелким дождем, но сегодня решила идти. Тут услышала шум ветра. Думаю, что-то другое. Едет вездеход. Ничего себе люди. Я уже 2 недели их не видела. Интересно, прям ко мне едут. Если едем мы уже давно, месяц. Месяц? Месяц почти. И все на вездеходе? 21 день. 21. Ого, 21 день. Откуда же вы выехали? С Анадыря? Ничего себе. Это была группа геологов-студентов с руководителем, которые ехали на работу в Иультин. Там они до октября будут проводить детальную геологическую съемку. Более детальную, чем была раньше. Ну, там у нас ребята работают еще, наши коллеги. Потом проехали через Булунистый и поехали по трассе. По трассе это потом... Викинот. Век, да. Ага. А потом свернули. Пошли в Булу. Сейчас эта дорога идет на Каменный пик, вот, а потом мы будем сворачивать. Понятно. Да, дорога, конечно, одно название, я бы сказал. Да, но мы, конечно, были удивлены, увидев, ну ладно, я понимаю, это РБК. Я из Москвы. Ну как это? Первый раз или нет? Ты где учишься в Москве? В геологоразведочном техникуме. Это где он находится? Это рабочий поселок Решетниково, Подмосковье. Сам тоже. Приблизительно оттуда же. Почему сюда решил поехать? Ну, я уже не первый раз в экспедиции выезжаю. В прошлом году был в Хабаровске. Вот, и в этом году предложили сюда на Чукотку. Я решил очень интересно, очень тяжело, но интересно. Это наш вездеходчик Дмитрий. Все наш. Приятно. Мы только сейчас сидим, пассажир, а он работает. Ну вот, мне дали позвонить по спутниковому телефону. Геологи уезжают на работу, вниз по Чанталю поедут. А я собираюсь и продолжаю маршрут. Иду под легкой моросью, но тепло, ветер южный. Как мне сказали геологи, там они с юга, с Анадыря едут уже сюда 3 недели. А высокая вода, это удивительно, на юге за хребтами высокая вода, на севере в это время было сухо, вон на Пектемеле, на Полюайме. Вот так, 3 недели уже ребята добираются до места работы на Иультине. Удивительно, из Анадыря. Вот такой след остается в тундре после вездехода. Иногда по нему идти нормально, иногда начинаешь проваливаться и приходится обходить. Но это не страшно. Встречи с людьми, конечно, очень приободряют. Я уже не видела людей 2 недели где-то. Вот. Заканчивается озеро Гальмагадгын, на берегу которого я стояла. Получается, что я тоже добираюсь сюда уже 3 недели. Своим ходом иду. Правда, я еще кольцо сделала. Уклонилась от маршрута, кольцо на гору недоступно. Так бы здесь быстрее была, чем геологи на вездеходе из Анадыря. Ну, прям как в степи. Васильки. Моросит дождь. Пейзажи не яркие, но именно такой предстает Чукотка в ее неприукрашенной повседневности. Именно такой она и запала в душу Олега Куваева, когда он впервые студентом попал сюда. Возможно, мне на всю жизнь врезалось вот то наше первое лето на Чукотке. Темные сопки, желтая озерная тундра, туман, дожди и осока. Так что и сама Чукотка как-то для меня стала казаться именно такой, настоящей суровой Чукоткой. Все-таки облачка поднимаются, погода распогаживается, а я спускаюсь. И уже здесь почти лесная долина, можно сказать. Тьеле Кей, Ивовая речка.
Я спустился с водораздельного перехода и попала будто в другой мир. Здесь тепло, не дует. Там в долине, похоже, вообще чудо расчудесное. Лес. Просто фантастика. Просто фантастика. Здесь пахнет полынью. Здесь так тепло. На Чукотке ли я, ребята? Я не знаю. Оттуда уже идет долина моей реки. Геленом-Кюрьем. А там за поворотом меня ждет новое чудо. Похоже, там проглядывает голубое небо. Да, здесь в узкой межгорной котловине, протянувшейся с запада на восток, сложился свой удивительный микроклимат. И здесь вот какой стланник ивовый высокий. Телек — это ива по-чукотски. И речка Геленгын-Кюрьем по-другому называется Телекей. Но здесь три таких, вернее, ну да, считая с этой речкой, еще два таких притока Телекей. А там впереди, километрах в 6 еще лежит озеро, с которого я и начну сплав. Фу. А вот какие темно-зеленые кусты. Похоже, это ольха. Ого, прям настоящее дерево. 3 метра высотой. Вот это да! Фу. Фу. Да, это ольха. Вот и шишечки. Ну что, осталось поймать рыбу и будет на чем ее коптить. Вот и воды реки Геленгын-Кюрьем. Они так и манят на сплав, но это обманчивая заманка, потому что здесь река еще делится на протоки, мелковато местами. Дотяну до озера и уже там начну. Вода чистейшая. Когда-то здесь не выдержала техника. Ну вот, мне открывается гладь долгожданного озера Геленом-Кюрьем, откуда я и начну сплав. Совсем недалеко осталось. Здесь течет река одним руслом, а перед впадением видно, там она разбивается на мелкие какие-то протоки. И озеро мелководное, надо пройти еще. Вот до мысочка, наверное. Ну вот, я и дошла до места, откуда можно плыть. Озеро здесь еще мелковатое, но вполне проходимое. Что интересно, здесь очень много плавника, ивы, стволиков таких достаточно длинных, что можно отсюда даже на катамаране, в принципе, плыть и найти здесь жерди для става. Вот такое место, здесь небольшое сужение. Сейчас выйду на этот отрожек и посмотрю на озеро вдаль, вперед. Ну, тут вовсю рыли медведи. Вражек сверху на место впадения реки Геленгын-Кюрьем в озеро. Видно, что оно мелкое здесь, но ничего. А дальше вот сужение, и дальше там снова расширение идет. И вот вдали уже основные просторы озера Геленом-Кюрьем. Там уже видно, что озеро более глубокое. Допиваю чай.
И сейчас надую лодку, буду отчаливать. Конечно, погода не совсем благоприятствует, только вот сейчас дождик моросящий закончился. Но зато встречный ветер меня мешать не будет, потому что ветер сейчас мне будет попутный. И 10 километров до стоянки я, думаю, быстренько просвещу. Итак, я начинаю сплав по реке Геленомка-Вием от озера Геленги-Гыдгын. Мне предстоит сплав около 200 километров. Геленги-Вием — это приток Чантала. Через 60 километров я впаду в эту реку и дойду до впадения в Мгуэму. Река Мгуэма течет уже вдоль Иультинской трассы, там должны быть люди. И там я подъеду уже в поселок Мгуэму. Итак, 200 километров сплава, из них сейчас в начале по озерам километров 12. Через 10 километров я сделаю стоянку. И завтра, надеюсь, если будет хорошая погода, схожу на гору Чантал. Это высшая точка Чукотки, 1887 метров. Главное, чтобы была погода. Мелко. Ну вот, наконец-то ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Наконец-то рюкзак едет в лодке, а не на мне. И это все-таки счастье сплавляться. Все-таки удивительной красоты озеро Геленомка-Гыдгын. Оно находится на высоте 470 метров над уровнем моря, а окрестные горы вот 1370 метров, вот так примерно. И вот верхушечки сейчас еще закрыты облаками. Вот, а если перевалить в соседнюю долину налево, на юг, на север, и там еще подняться, в общем, 16 километров отсюда по прямой до самой высокой точки Чукотки. Ну, не отсюда, а из того места, откуда я хочу пойти. Это в 10 километрах отсюда. Ой, ну какие там дали. И там, кажется, лучше погода. Фантастика. А здесь у меня вершинки еще вот. Прибрежные вершинки. В облачности такой небольшой. А это вид, откуда я пришла. Там погода похуже. Ветер попутный. Иногда приходят порывы, подталкивают. Сначала мне было немного неуютно. Мало ли, как там лодка, не повредилась ли при транспортировке. И я все время оценивала расстояние до берега, далеко ли выплывать в случае чего. Не удалялась далеко от суши. Но вот теперь уже страхи прошли, и появилась уверенность. Лодка надежна. Вот я и проплыла по озеру Геленгынка-Вием, вернее Геленгынка-Гыдгын.
И сейчас будет протока в озеро Среднее. Тут сужение. Там еще озеро километров на 4-5. И дальше уже начинается река. Да, как же мне повезло с тем, что ветер попутный. Против ветра здесь было бы выгребать трудно. На надувной лодке. О, вот я плыву по протоке. Течение-то какое обалденное. Прям меня несет со страшной скоростью. Берег проносится мимо. О, красота какая. Надеюсь, здесь будет воды достаточно, чтобы не садиться на камни. А то я даже пенку не положила сегодня, чтобы на сухой пенке спать. Не подложила на дно, как протектор. А перекатик все-таки встретился. Ну, чиркнуло здесь один камешек. Одним камешком об днище. Но ничего, достаточно воды. Нормально. Ну вот, начались участки совсем меляков. Но мне, в принципе, вот до этого ближайшего распадка. Ну, а тут провожу, ничего не сделаешь. Ну вот, речка собирается. Тут проток подошла. Тут еще сливаются. Где озеро Среднее, я что-то не понимаю. А вот и впадение в озеро Среднее. Ой, мне кажется, здесь хороший клев должен быть. А мне вот в тот распадок нужно, чтобы оттуда начинать радиальный выход к горе Чанталь. Ну ладно, может и там будет ловиться. Удивительный цвет воды в заливчике. Он какой-то вообще бирюзово-голубой. Впрочем, и здесь у меня вода. О, как поголубела. Это при том, что сейчас поздний вечер. Нет яркого освещения. А вон распадки напротив. Заснеженные горы. Снег свежий. Только я причалила, обосновалась. Сварила еду как. Опять пошел дождь. Что-то все опять обложило. Вот вид из палатки у меня. Ну ладно, будем надеяться, что завтра погодка все-таки выдастся, чтобы сходить на гору. Итак, я отправляюсь на радиальный выход к горе Чанталь. Это высшая точка Чукотки, 1887 метров. Надеюсь, погода будет приветствовать, и облака поднимутся еще побольше. До горы туда-обратно 32 километра. Надо пройти вот через... Здесь небольшое в распадке, там перевал первый. Потом там перейти вот речку, чуть пройти и уже идти на подъем. Надеюсь, за 12 часов обернусь. Палатка надежно завалена камнями. Лодка тоже, так что не летят. Не, ну цвет воды в этом заливе просто какой-то нереальный. Вот отсюда даже видно границу воды в заливе. Она голубая. Вот здесь вот. Дальше уже более темная, обычная. Зашла в нереально высокие кусты, пробираюсь к руслу ручья, чтобы там уже идти нормально. Ну, надо сказать, это мне тут такое встречать просто удивительно. Такой лес, можно сказать. Обалдеть, вот здесь и смородина. Надо же, зеленая еще. Но есть. Это
Ольха все. А сейчас выйду на ручей, там должно будет идти получше. А потом по открытой тундре вообще хорошо. Вот галечниковое уже русло ручья. Обычное. А я напрямую пойду по тундре. Тут распадок. Ох ты, вот тут на припеке уже начинает морожка вызревать. Она еще, конечно, жесткая, но вполне ничего. Целая поляна. Ущелье здесь широкое достаточно. Идти легко. С широкой водораздельной долины мне открываются вершины Чантальского хребта. Вот эта горка где-то 1500 метров. Облачность чуть выше, это радует. Ну а мне вот сюда, направо распадок. Там я увижу, если она не скрыта облаками, вершину Чантала. Вот я и спускаюсь с перевала. Каменистая тундра замечательно. Идти великолепно. Но пока не видно дали. А вот эта ближайшая горка называется Звездолетчик. Вот романтики-геологи давали такие названия. Вот какое озеро раскинулось под горой с перевалом. Не хватает солнышка для красок ярких. Так, склоны, конечно, удивительного цвета. Горная тундра для передвижения просто замечательная. Налегке тут можно даже бежать. Ну вот я уже подхожу к еще одному притоку Чанталя. Он тоже называется Телекей. То есть там тоже должны быть высокие ивы. Вот такое тоже достаточно узкая долина этого ручья. Ну вот и открылась долина Телекея. И вот отрог Чанталя виден. Вот за этим осыпным оранжевым склоном, черный следующий. Это путь подъема. А тут какой-то есть крутой участочек, но, надеюсь, не сильно крутой. Вот и показалась гора Чанталь, но вершина ее, увы, в облаках пока. О, открывается вершинка. Ну вот, теперь я тут хорошо сориентировалась. На самом деле это вершина 1623. А Чанталь, он там дальше, вон в облачности. Не видно его. Если идти прямо по распадку, то упрешься в гору. Но там может быть крутой подъем. Я хочу идти вот по вот этому гребешку пологому, более-менее, и по гребничам хорошо подниматься. А окрестности обозревать можно приятнее, в общем, по гребешкам ходить. Ну, когда они не крутые, конечно, а здесь должен быть не крутой подъем. А погодка разгуливается. Про высшую точку Чукотки, вершину 1887 метров, существуют разноречивые сведения. Ее называют и горой Великой, и Исходной. А на картах это просто безымянная вершина с высотной отметкой 1887. Итак, мне остается подняться 1200 метров
набрать высоту, пройти около 8 километров по гребню, чтобы дойти до вершины, подняться на нее и показать виды с нее вам, если получится. Подъем по осыпи то круче, то положе, но в основном не очень крутой. Однако в туристских кругах за высочайшей вершиной Чукотки утвердилось название Чанталь. Так, в 1974 году во время лыжного похода назвала ее группа туристов под руководством Рудольфа Седова. А гор с названием Великая на Чукотке несколько. Внизу красивые виды, вот долина того распадка, который выводит к самой вершине. Хорошо идти по гребню. Виды и с одной стороны, и с другой стороны. Мне иногда кажется, что горы Чукотки испытывают меня. Казалось бы, я уже поднималась на самую сложную в техническом отношении гору, вершину недоступную. Все мне должно быть теперь не страшно. Но на осыпном пике Олега Куваева меня встретила низкая облачность и поезд жандармов скальных останцов на подступах. Вот и здесь, на осыпном гребне, меня снова начинает накрывать облачность. А путь по гребню длинный, с развилками. Есть где можно поплутать. Но я верю, что испытания не должны быть сложнее, чем я могу осилить. А там далеко, в долине Ангуэмы, солнечное небо. Я обязательно приду туда. Приду по реке и впаду в Ангуэму. И пусть солнце будет надо мной наконец. Мне надо обойти верхом вот этот крутой кулуар, не потерять гребень, не приблизиться раньше времени к обрывам. На гребне встречаются такие причудливые скалы. И вообще камни здесь какие-то удивительные. Они будто присыпаны какими-то ракушками, мелкими такими камешками, которые прилипли к большим камням. Впереди сейчас должна быть вершина 1633, уже недалеко до нее. И будет потом длинный еще траверс, ну такой пологий, на 4 километра примерно до вершины. Да, камни удивительные, особенно в тумане, прям какой-то сюр. Как будто чем-то припорошено. Ну, а вот вам, пожалуйста, местный Саксауаман или Мачу-Пикчу, как хотите. Прям строение древних инков. Обалдеть. Добро пожаловать на мегалитические сооружения горы Чантал. О, какие! Нехило так. Кубики ровной грани. О, какие! Вершиночка местная, локальная, не скрывайся! Если серьезно подумать, ну что может случиться? Не холодно, не круто. У меня с собой есть перекус, и звезд из глаз от усталости быть не должно. Только нет видимости. Ночь. И немного сжимает душу чувство тревоги. Вдруг придет непогода. Да вот я поднялась на локальную вершину. Здесь тепло, не дует. Я уже выше облаков, выше какого-то слоя облаков точно. Как-то посветлело. Иду в полном тумане по прибору. О, интересно. Да, здесь на этом широком и достаточно пологом участке гребня можно уйти не туда. Главное не свалить случайно в другую долину.
Еще стрелка компаса иногда шалит. Может, здесь залегают какие-то руды, отклоняют магнитную стрелку. Мне надо точно попасть на перемычку, которая ведет к вершине Чанталя. О, ура, прояснение, а то вообще ничего не видно. Появилось очертания, вон облака какие-то высокие. Здесь опять туман. Да, моя карта с горизонталями через 40 метров. Это серьезное испытание для ориентировщика в тумане. Да, запуталась я в этих гребнях и локальных вершинках. На всякий случай здесь сложила турик. Уже ходила, проверяла. Отсюда спуск, только спуск. Но это явно я далеко еще не дошла до вершины. Просто не пойму, что это за локальная вершина. О, наконец-то мне подсвечивают вершину. Вот. Последний взлет здесь на гребешке. 250 метров и вершина. Эх, уже опять закрылась. О, чудо расчудесное! Вон она, вершина! Ух ты! Наконец-то увидела. Вот это фантастика! Солнышко к моему подходу пробилось. Все лучше и лучше видна вершина. Но слава богу, а то шла в этом молоке, уже ничего не видно было. Нет, теперь хорошо видно. Это не вершина, это гребень боковой. Вон туда, к вершине-то. Вершина пока не раскрыта. А, вон там проясняется. Но, по крайней мере, видимость появилась. Обалдеть. Обалдеть. Солнце мне подсвечивает нереально. Да, тяжело мне сегодня было ориентироваться в тумане. На одной вершинке туда-сюда несколько раз бегала для того, чтобы точно сориентироваться на локальной вершинке. Не могла понять, где нахожусь. Вот Нина, как мне тебя не хватало. А Нина сейчас на чемпионате России уже финишировала недавно 24-часовой рогейн. А у меня мой рогейн продолжается. Ну ничего, скоро я буду на вершине. О, какие там облака. Обалдеть. Ну, наверное, видимости не было все это время, чтобы подарить мне и вам всем вот эту картину. Обалденную. Вот это да. А вершина, я думаю, она откроется. Ну вот, похоже, я дошла до вершины. Больше никаких здесь возвышенностей не вижу. Как-то неожиданно она здесь возникла передо мной, шла наверх, и больше некуда наверх идти. Тура тут нету. Я походила вокруг, везде крутые спуски. Похоже, вершина. 1887 метров. Высшая точка Чукотки. Гора Чанталь. 29 июня. О, июля. Вот вокруг крутые только спуски. 9,5 часов у меня вышел подъем от моего лагеря. Уже 9,5 вечера. Вот она, вершина такая вот. Не очень острая. О, на восток такой обрыв. О, тут тур на перевале, на водораздельной точке стоит. Но он ниже горы. Ну да, вот отсюда, в принципе, можно начать спуск по ручью на юг. Ну вот, я спустилась к ручью. Здесь получше видимость стала. Вот уже видно распадок ручья. И дальше вниз по ручью я приду к своим сапогам. Вот тут мне снежничек попался.
по нему вниз быстро получается. Ручей то под снежником течет, то выходит из-под него. Но по снегу очень хорошо идти, он достаточно плотный. Замечательно. И вот я уже выхожу из полосы облаков, уже ниже спускаюсь. И сейчас у меня за поворотом будет дальняя видимость. Ура! А то так надоело в этой облачности ходить. Хорошо солнце подсветило. Вот чуть-чуть. Вот трещины. Но они такие надежные. Ну, не провалишься. Сам снег плотный. Это не ледник. Да, толщина снега впечатляет. Там больше метра, наверное. Вот виден уже выход из этого ущелья. Знакомый гребешок. А я поднималась вот по этому гребню. Он сейчас тоже здесь в тумане. Ну, в принципе, когда я шла здесь, он уже тоже переваливал через гребешок. Какое интересное строение скал здесь. Все эти скалы гранитные. Здесь, в Чантальском хребте, много точек и рудопроявлений олова и вольфрама. А вообще, на горе Чанталь много чудес. С одной стороны, в Карах сохранились реликтовые ледники, а с другой – реликтовая роща чезений, высоких ив. И где-то там есть загадочная, так называемая точка Серпухова, где в 1934 году геолог обнаружил огромные кристаллы касситерита, а после него никто не мог найти это место. Да, гора еще ждет своих исследователей. Все-таки потрясающе красивое это перевальное озеро. Возвращаюсь сейчас, другое освещение. Интересный цвет воды. Полоса почему-то такая, более лазоревая. Ну вот я и подхожу к своему дому. Припозднилась. Думала, 12 часов займет моя экскурсия. А получилось 17. Но Чукотка за полярным кругом — это белые ночи. Так что это не страшно. И главное, чтобы была погода. Здесь на берегу озера много плавника. Но развести костер на сильном ветру так сложно, что проще сначала развести в печке щепочницы, она от ветра загораживает. Потом уже большой костер делать. Что-то погодка, опять дождь пошел. Не хочется начало сплава омрачать плохой погодой. Решила еще посидеть тут. Похоже, у меня режим. 2 дня идем, 1 лежим. Такая здесь погодка. Но ничего, я вчера много прошла, так что сегодня можно и отдохнуть. Еды много, газа хватает. А пока восстанавливаю силы. Ем пыльцу с медом. Мед. Витамины, микроэлементы.
В нашем деле главное сохранить потенциал. Мне еще идти. Ну вот хорошо, что я никуда не поплыла, пошла на рыбалку. И вот мне сразу попались 3 хариуса, потом в другом месте еще один. В общем-то, сначала на 4 вертящуюся блесну пробовала, они подходили, не брали. Поставила поменьше 2, вертящуюся тоже. И сразу стали брать. Вот такая блесенка. Ну что ж, Арапов, а не отведал бы ты сейчас супчика, да, с потрошками? А эту рыбку я хочу пожарить. Прям в котелке сейчас посмотрим. Сейчас пока она солится немножко. Нормально жарится. Да, на вершинах сейчас не очень. Там сейчас совсем холодно, наверное. Ну вот все снова готово к сплаву. Погода хорошая, проблески голубого неба видны. И на этой радостной ноте я покидаю высокие горы Чантальского хребта, озеро Среднее, это прекрасное. И продолжаю сплав. Мне еще 190 километров до впадения в Амгуэму. Итак, я перевалила из Паливаама на Чанталь-Вагыргын. Спускалась по нему пешком до изгиба и перевалила в истоки реки Гелингын-Кым-Вием, притока Чанталя. Вот здесь вот у меня была ночевка в истоках на этом озере, где я встретила геологов. И дальше я дошла до озера Гелингын-Кым-Витгын. Отсюда я начала сплав. Проплыла вот до этого места. Здесь у меня был лагерь. И отсюда я сделала радиальный выход к высшей точке горы Чанталь. Вот здесь вот я поднималась по гребню. Вот на вершину. А спускалась по ручью. Ну и дальше также вернулась, посчитала, в общем-то, не 32 километра получилось, а там около 40 километров в результате. И вот из этой точки, с озера Среднего, я продолжила сплав по Гелингын-Кым-Виему. Это в следующей серии.